Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим потрясающий рождественский кекс штолен. Я обычно готовлю штолены за несколько дней, за неделю до Нового года. И по традиции дарю их своим близким. От меня их ждут каждый год, потому что просто их обожают. Обычно я готовлю дрожжевой сдобный штолен с расстойками, а в этом году я приготовила творожный бездрожжевой штолен, и он превзошел все мои ожидания. Кекс невероятно вкусный и ароматный, а простота приготовления в сравнении с дрожжевым штоленом делает его еще более привлекательным. Его можно готовить заранее и оставлять на дозревание. Штолен станет отличным подарком, говорю по собственному опыту. Давайте готовить! И начнем мы с подготовки сухофруктов и орехов. Я буду использовать черный изюм, сушеную вишню. Вишню можно также заменить сушеной клюквой. И у меня будет курага. И главный секрет ароматного кекса – это вымоченные сухофрукты. Поэтому для замачивания нам понадобится апельсиновый фреш и ароматный алкоголь. Это может быть, например, ром, коньяк, лимончелло. У меня здесь настойка на травах, мне привозили такую с Кавказа, и она ждала своего часа. Также понадобится цедра апельсина. Из орехов нам понадобится миндаль. Очень удобно использовать вот такие миндальные палочки. Это уже очищенный и нарубленный сырой миндаль. Также можно использовать фундук. Если вы будете брать целые орехи, их нужно будет нарубить некрупными кусочками. И также для текстуры я буду использовать небольшое количество мелко нарубленных фисташек. Сухофрукты нужно обязательно хорошо помыть. Я их все вместе складываю в одну посуду, заливаю их горячей водой, даю немного постоять и затем промываю. Потом воду сцеживаю и даю сухофруктам обсохнуть. Курагу нужно нарезать небольшими кубиками, чтобы она по величине была примерно как изюм и вишня. Теперь соединяем все сухофрукты вместе, добавляем к ним цедру апельсина, вливаем апельсиновый сок и алкоголь. Нужно хорошо перемешать, закрыть герметично контейнер и оставить настаиваться минимум на сутки. В течение этого времени иногда можно контейнер встряхивать, чтобы сухофрукты перемешивались. Миндаль я обязательно обжариваю, тогда он раскрывает свой вкус и аромат. Обжариваю на разогретой сковороде до появления золотистого цвета и характерного аромата. Фисташки я не обжариваю, если вы будете использовать фундук, то его тоже нужно обязательно обжарить. Если вы используете целые орехи, то их можно сначала пожарить целыми, а потом порубить на кусочки. Обратите внимание, как поменялся цвет обжаренного миндаля. Для остывания я выкладываю его на плоскую поверхность, так он остывает быстрее. Орехи я обжариваю в день приготовления штолена. Возвращаемся к нашим сухофруктам. У меня они настаивались 3 суток. Они полностью вобрали в себя всю жидкость, напитались ароматами и стали мягкими. Это то, что сделает наш штолен бесподобным. Теперь мы готовы перейти к приготовлению теста. Оно здесь очень вкусное и готовится совсем несложно. В первую очередь мы просеиваем муку, к ней добавляем разрыхлитель, хорошо перемешиваем, пока отставляем. Далее нам понадобится сливочное масло комнатной температуры, нарезанное кубиками. К нему мы добавим сахар и сначала перемешаем лопаткой, а затем нужно очень хорошо взбить миксером до пышного кремового состояния и до посветления масла. Я взбиваю минут 10, но время будет зависеть от мощности вашего миксера. Масло я использую только жирностью 82,5%. Когда масло с сахаром хорошо взбилось, добавляем 1 яйцо комнатной температуры, вмешиваем его в масло миксером. И когда оно хорошо вмешалось, только тогда добавляем следующее яйцо и также вмешиваем. Здесь важно соблюсти примерно одинаковые температуры масла и яиц, чтобы масса не расслоилась. Поэтому используем продукты комнатной температуры. Вот обратите внимание, когда яйца вмешались, масса получается довольно однородная, не расслоившаяся. И теперь к ней добавляем творог. Творог я здесь использую мягкий, пастообразный, жирностью 5%. Если вы будете использовать обычный творог, то тогда его лучше предварительно протереть через сито или пробить блендером до однородной текстуры.
И здесь уже на невысокой скорости миксера мы просто объединяем творог с масляно-яичной смесью, не взбивая ее. И нам осталось добавить муку. Добавлять ее будем в два этапа. Сначала половину, слегка вмешаем ее лопаткой. Когда вы начнете мешать, вы почувствуете, какая нежная масса. Далее добавляем оставшуюся муку и пока возможно перемешиваем лопаткой, а затем уже перемещаемся на рабочую поверхность и вымешиваем тесто до момента, когда оно начнет собираться в липкий шар. Долго месить тесто не нужно, чтобы оно не утратило свою нежность. Можно совсем немножко подсыпать муки, если тесто слишком липкое, но не более граммов 20 от рецепта, иначе тесто получится забитым и штолен будет грубым. Когда тесто соберется в липкий ком, распределяем его по поверхности и добавляем наши ароматные сухофрукты и орехи и вмешиваем их в тесто. Вмешиваем их также недолго, стараемся не вымешивать долго тесто, а делаем это быстро. После добавления сухофруктов тесто может стать более липким. Здесь главное устоять от соблазна добавить еще и еще муки. Можно слегка припылять руки мукой, но не забивать тесто. Если сухофрукты впитали не всю жидкость, то ее лучше слить и впоследствии ею можно будет дополнительно пропитать штолен после выпечки. Чтобы удобнее было собирать тесто с рабочей поверхности, я пользуюсь скребком, тогда и лишней муки добавлять понадобится минимум. Как только сухофрукты вмешались, тесто готово. Оно может оставаться слегка липким, но это не помешает формированию формы штолена. Тесто я разделила пополам, но у меня получились очень большие штолены, примерно весом 1 кг каждый. Так что делите такое количество теста минимум на 3, а то и на 4 штолена, в зависимости сколько штук вы хотите и какого размера. Чтобы придать штолену форму, нужно сначала растянуть тесто в овал, а потом ребром ладони сделать углубление, поделив овал на неравные части, и затем меньшую часть нахлестнуть на большую. Штолен во время выпечки будет ползти в стороны, поэтому не нужно его делать слишком плоским, наоборот. Надо постараться сделать его объемным в высоту. Перекладываем штолены на противень, застеленный пергаментной бумагой на расстоянии друг от друга. Выпекаем в заранее разогретой духовке, температура выпечки 170 градусов и выпекается штолен примерно 70 минут. На готовность проверяйте деревянной шпажкой, она должна выходить сухой и чистой. И во время выпечки стоит просто непередаваемый аромат. Горячие штолены сразу из духовки нужно хорошо смазать по всей поверхности растопленным сливочным маслом. При желании можно пропитать еще их сиропом, который остался после замачивания сухофруктов. Далее штолены нужно обильно по всей поверхности посыпать сахарной пудрой. Первый слой впитается, сверху нужно посыпать еще вторым и дать штоленам остыть. Затем после остывания каждый штолен нужно хорошо завернуть в пергаментную бумагу, затем обернуть в фольгу и положить в пакет. И в таком виде штолен можно оставить на дозревание на 2-3 недели в прохладном сухом месте. Если честно, у меня никогда не получалось выдерживать штолены такой срок, хотя и хотелось бы. Штолены невероятно вкусные и хранить их просто невозможно. После дозревания штолены нужно еще раз посыпать сахарной пудрой, и они готовы для подачи или для подарков. Штолен получился необыкновенно вкусным, это единогласно подтвердили все, кому посчастливилось его попробовать. Поэтому, друзья, я вам рекомендую его попробовать приготовить, вы не пожалеете, тем более простота его приготовления не может не порадовать. Друзья, у меня на этом все. Вдохновляйтесь. Я вас всех благодарю за внимание. Оставайтесь со мной на связи и до новых встреч.